Бывший офицер армии Китая организовал группировку по угону автомобилей в США и заработал на этом $40 миллионов. Сегодня я расскажу вам, как бывший офицер додумался до такого. Где он взял первые деньги, в чем был секрет его успеха и почему полиция не могла найти преступников 10 лет. А в конце ролика вы узнаете, как одна мелкая авария привела к краху империи великого автоугонщика. Приятного просмотра! Как вы думаете, есть ли в нашем мире великие автоугонщики, которых почти никто не может поймать? Конечно же, да. Ежедневно по всей планете угоняют тысячи, если не десятки тысяч автомобилей. И никакая служба безопасности не может с этим ничего сделать. Даже полицейские Америки. Как такое вообще возможно? Сегодня я подготовил для вас уникальное видео о человеке, который некогда работал в армии, а после организовал самую крупную организацию по угону автомобилей. Речь идет про Мин Цзиньяна. Этот парень – бывший офицер китайской армии. Закончил свою работу в силовых структурах примерно в 80-х годах. Он переехал в Шанхай, где на тот момент был просто колоссальный спрос на премиальные автомобили. И что же, вы думаете, он пошел работать кассиром? Нет, конечно же. Парень отправился в криминальный мир. Мин Цзиньян получил уникальные знания благодаря своей работе в армии. Он знал, где и как можно угнать автомобиль, как легко его укрыть и заработать на этом огромные деньги. Мин встретился с парочкой криминальных авторитетов и договорился с ними об инвестициях. По этому договору он получал определенный процент от выручки, а также аванс в $500 000. И, забегая вперед, он был, очень большой. А что дальше? Дальше он отправился в Нью-Йорк. А куда еще можно было отправиться, чтобы угонять тачки? Ведь Америка просто кишит дорогими авто. Так что выбор был вполне обоснованным. А дальше началась очень интересная и долгая история. В Америку Ян попал по поддельным документам. Там его звали Кенни. И что вы думаете, с 500 000 $500 он стал гулять и отдыхать? Или купил себе новую дорогую тачку? Нет, конечно же. Парень гонял на старой развалюхе Nissan Almera, которая вот-вот должна была отбросить коньки. У нее даже масло текло. Ну а куда он тогда потратил все деньги? Логично же, чтобы создать свою организацию по угону машин. Для этого ему нужно было найти склад. И это была весьма сложная задача. Склад должен был находиться далеко от полицейского участка и при этом не привлекать никакого внимания. Подобное помещение достаточно трудно найти, ведь в центре города много прохожих, а на окраинах в районах гетто подобные склады привлекают много внимания. Но герой моего видео Мин Цзиньян, предварительно найдя себе сообщника, все-таки обнаружил подходящее помещение. Дальше парни принялись его подготавливать к работе. Что именно они сделали? К примеру, поставили камеры видеонаблюдения. Это еще один способ защитить себя от полиции и других неприятностей. А еще Мин вместе с сообщником создал фиктивную компанию. В чем ее смысл? В том, чтобы если Яна и его команду все-таки поймали, все угнанные тачки обнаружили, а также попытались найти истинных преступников, которые в тот момент сидели в Китае, то у них ничего бы не получилось. По сути, главная задача этой компании была лишь в том, чтобы американцы не добрались до Китая. После этого Мин Цзиньян пригласил к работе надежных китайских рабочих. Они занимались работой на складе, разбирали автомобили и делали все, что от них требовалось. А как они маскировали свою работу? Да очень просто, ведь склад выглядел так, будто им управляет обычный продовольственный магазин. Снаружи стояли разные товары, которые создавали такую маскировку. После того, как этап подготовки был закончен, Мин решил начать свою работу, а для этого ему нужна была своя команда. Правда, организатор мало что знал в угоне тачек, так что он обратился к парню, который в этом был спец. Звали его Дин. И это очень важная встреча, ведь именно этот парень организовал всю систему угонщиков автомобилей. Дин нанял парней, которые выполняли определенные операции с автомобилем, благодаря чему его можно было легко угнать. Всего в команде было 4 человека. Первый, естественно, Дин. Он был своеобразным организатором. Этот парень управлял всей командой, говорил, где стоит машина, что нужно с ней сделать и куда доставить. Дин также контактировал с Мин Цзиньяном, обсуждая с ним все деловые вопросы.
Кто еще был в команде? Ну, например, парень, который самостоятельно мог угнать любую машину. Он при помощи компьютера перепрограммировал автомобиль, благодаря чему можно было завести машину без ключа. И самое поразительное то, что подобные манипуляции они проводили всего за 1 минуту. То есть, чисто теоретически, если кто-то и понял, что машину угоняют, то полиция ни за что бы не успела приехать на место происшествия. Но вы только не подумайте, что на этом вся операция заканчивалась. Ведь если пригнать такую тачку на склад, визит полицейских был бы неизбежен. В мире уже достаточно много разных технологических противоугонных систем. Так что было вполне обыденно, что в машину был встроен специальный жучок, который передает данные о местонахождении авто полицейским. Но что тогда команда Мин Цзиньяна делала с этим? На самом деле все было очень просто, и меня это очень удивляет. Машину просто перегоняли на парковку, где стояло много дорогих машин, к примеру, в торговый центр, а после при помощи специального прибора преступники искали эти самые жучки. Таким образом, можно было легко избежать поимки, ведь машина находилась далеко от главного офиса, да и сами преступники были осторожны. Машины на таких стоянках находились несколько дней. Спустя несколько дней, как только команда понимала, что за машиной никто не приехал, ее перегоняли на склад. И этим процессом руководил лично Мин Цзиньян. Он решил максимально замаскировать автомобиль. Как вы думаете, за счет чего он это сделал? Нет, там не было никаких маскировочных сетей или перекраски автомобиля. Тачку просто перегоняли в самый час пик. А что, эта гениальная идея настолько проста и действенна, что поражает воображение. Вы только представьте, как полицейские должны найти угнанное авто в огромном потоке тысяч машин, да еще и с утра, когда все едут на работу. Вот и я думаю, что это почти нереально. А дальше машины пригоняли к складу, вернее, их оставляли немного дальше, чем находилось само помещение. Почему? Да все просто, чтобы угонщики не знали, где находится склад. Это еще один элемент безопасности, который помогал орудовать этой преступной организацией как можно дольше. А после в машину садился помощник Цзина, и уже он должен был завозить авто на склад. Но и тут не все так просто. Угонщик был обязан проехать несколько кварталов особенным образом. Почему? Да для того, чтобы понять, нет ли на хвосте полиции. Этот способ позволял точным образом определить, не преследует ли кто-либо машину. Плюс к этому работали и камеры, которые были на складе, так что поймать угонщиков за руки было почти невозможно. И когда Ян понимал, что все безопасно, машина наконец-то завозилась на склад. А что там с ней делали? По сути, восстанавливали. Ведь в процессе угона могли быть повреждены замки, стекла или вовсе тачку могли поцарапать. И все эти недочеты исправлялись. Машины из склада выезжали идеальными, а дальше их погружали в контейнеры. И тут Мин Цзиньян тоже отличился сообразительностью. Машины, которые они воровали, были нередко спортивными, а они, как известно, весьма низкие. Так что он придумал, как можно погрузить 2 машины в один контейнер, одна на другую. И этот момент заранее учитывался еще при выборе своей жертвы. А дальше производилась перевозка автомобилей. И это тоже очень сложный и интересный процесс. Когда я искал информацию на этот счет, то был в полном шоке. Вы только представьте, сначала вес контейнера с машинами точно измерялся. Это делалось для того, чтобы подготовить документы на груз. Дальше Мин Цзиньян изготавливал поддельные бумаги, будто он перевозит продукты питания. Дальше грузовик перевозит контейнер в Нью-Джерси, там его грузят на поезд, оттуда перевозят в Калифорнию и уже там грузят на корабль. Сложная схема, не так ли? Но дальше самое интересное. Судно отправляется в Восточно-Китайское море, где его встречает еще один корабль. Да, вы правильно поняли, контейнер с машинами просто перегружали с одного судна на другое, прямо в море. И после этого их доставляли в Китай вместе с новыми документами, где уже указано реальное содержимое. И так воруют тысячи автомобилей. Не кажется ли вам, что с учетом всех предосторожностей практически невозможно отследить реальных преступников? Вот и я так думаю. И благодаря этому Мин Цзиньян смог заработать около 40 миллионов долларов. Крупная сумма, не так ли? Но и на этом останавливаться он не собирался. Дело в том, что спрос на премиальное авто был, уж очень высоким. Так что Мин пошел на еще более дерзкое преступление. Специально обученный человек отправлялся в автосалон.
Там он осматривал все, что находится внутри. Все системы безопасности, камеры видеонаблюдения, количество сотрудников. В общем, все, что только может помешать. А также этот поддельник брал на тест-драйв какой-нибудь автомобиль. Нет, вы только не подумайте, что они угоняли тачку прямо с тест-драйва, попутно выкинув из машины сотрудника салона. Это делалось для того, чтобы узнать, где хранятся ключи от машин. Меня, очень удивляет гениальность этих преступников. Ведь, по сути, они охотились лишь на те салоны, где машины преподносились для преступников буквально на блюдечке. После того, как парень узнавал, где хранятся ключи, он уезжал на несколько дней. И спустя это время, в одну ночь, он отправлялся в салон вместе со своей командой. Все, что требовалось сделать – проникнуть в салон, забрать ключи и угнать машины. Так и происходило. В один момент со стоянок угоняли сразу 5, а то и больше автомобилей. Естественно, почти во всех салонах были системы сигнализации, но не везде были камеры видеонаблюдения, так что вполне легко можно было скрыться с места преступления еще до того, как приедет полиция. Ведь сотрудникам правопорядка на то, чтобы добраться до салона, нужно было где-то 10 минут, а вот все машины пропадали уже через 2. Поразительная скорость, не так ли? Друзья, у вас есть возможность попасть в команду Pancake. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском и английском языках, или же вы пишете интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании. Но был в карьере Мин Цзиньяна и темный момент. Дело в том, что один из угнанных автомобилей попал в аварию, и преступнику, который был за рулем, не удалось сбежать, ведь все произошло на мосту. А когда туда приехала полиция, они тут же поняли, что тачку угнали. И, естественно, парня быстро скрутили. А он уже, в свою очередь, сдал всех остальных угонщиков, включая Дина, чуть ли не главного помощника Мин Цзиньяна. Полиция тут же вышла на след этой организации. Сотрудники правопорядка нашли склад, где производился экспорт машин, и стали наблюдать за ним. Правда, и тут система видеонаблюдения спасла преступников. Они вовремя покинули помещение, так что их никто не поймал. Правда, полиция тщательно следила за Дином, и они стали прослушивать его телефон. Но и тут была проблема. Дело в том, что преступники постоянно меняли телефоны, буквально выкидывая их. Так что найти их было весьма сложно. Но тут полиция услышала подозрительные слова о том, что парни будут встречаться в одном из кафе, и туда они подослали своего сотрудника под прикрытием. Благодаря этим действиям полиция узнала, где преступники ищут себе склад, и разместила там камеры видеонаблюдения. Мин Цзиньян, к его несчастью, уже не подозревал этого, так что все его действия были записаны на камеры. И из-за этого его и поймали. Когда преступники все-таки переехали на склад, полицейские уже знали все о них. И в один момент произошла облава. Тогда поймали почти всех сотрудников организации, причастных к угону автомобилей, включая и самого Мин Цзиньяна. Он, кстати, допустил всего 2 ошибки, которые и привели к такому исходу. Я буквально в шоке, ведь одна из ошибок заключалась в том, что он просто вернулся в этот бизнес. Мин хотел заработать еще больше денег, но он не знал, что уже находится под прицелом. Так что, если бы он остался в тени или просто уехал в Китай, то его уже никто и никогда бы не нашел. А вторая ошибка была в том, что машины, которые они угоняли, перестали оставлять на стоянках, чтобы те отстоялись. Из-за этого одна из тачек, оборудованная жучком, попала на склад. Хотя, по сути, все это произошло лишь из-за одной мелкой аварии, где попался один из угонщиков. Вот так вот и рассчитывай на других людей. Лично я считаю, что Мин Цзиньян был настоящим гением. Он смог впитать в себя все знания, которые получил, будучи офицером армии Китая. Именно он смог организовать самую крупную в мире преступную группировку по угону автомобилей, которая приносила миллионы долларов в год. Ведь если сам Мин Цзин заработал около 40 миллионов, то сколько всего было выручено денег таким нечестным образом? Об этом, как мне кажется, мы уже вряд ли когда-либо узнаем. Но я бы хотел отметить еще один факт, который меня сильно поражает. В самом Китае не задумывались над тем, что машины могут быть угнаны. И этот вопрос уже к правительству и полиции этой страны. Мне кажется, сегодня мы с вами поняли, какой персонаж зародил идею серии GTA. Которая расшифровывается как раз как «Великий автоугонщик». А как вам история этого персонажа? Понравилась?
Пишите в комментариях о том, про кого мне сделать следующее видео. И спасибо вам за просмотр.